Друзья, вот такая вот мега гора мюсли-батончиков из яблочного пюре, яблочного повидла. Если у вас много яблок, вы можете использовать для приготовления вот такой вкуснятины. Она очень полезная. Вот так они вкусно разламываются. И вот так они вкусно выглядят, космически. Перед приготовлением геркулес необходимо подсушить, выпечь, поджарить в духовке при температуре 200 градусов примерно на 20-30 минут. Смотрите, чтобы он был именно вот такой румяный. Ну, видите, вот должен быть такой золотистый прям цвет. Это очень влияет на вкус, подсказывает. Мастер мне говорит, что влияет сильно на вкус. В геркулес добавляю финики без косточки, арахис. Арахис. Основной компонент это будет пюре из сушеных яблок. Все яблочное пюре добавляю в сухие ингредиенты. Вместо яблочного пюре можете использовать яблочное повидло. Вливаю мед. Я использую кондитерский мед. Вы можете использовать любой мед на свое усмотрение. Добавляю любой фруктовый джем, который есть в наличии. Вместо джема можно даже использовать обыкновенное домашнее варенье. Перемешиваю все ингредиенты деревянной ложкой. Добавляю растопленное сливочное масло и корицу. Окончательно перемешиваю все лопаткой. Далее все прокручиваю при помощи мясорубки. После мясорубки массу обратно переложу в кастрюлю. Добавляю семечки и предварительно промытый и обсушенный изюм. И просто перемешиваю все ингредиенты, чтобы семечки и изюм равномерно распределились в этой массе. После того, как вымесил массу, вот она готова, осталось ее утрамбовать. Выкладываю всю мюсли-основу на лист, предварительно тянутый пищевой пленкой. Размеры противня на ваше усмотрение, это не принципиально важно. Какой противень есть, такой используйте. Или даже плоскую посуду. Или плоскую посуду, да, подсказывает. То есть тут на ваше усмотрение. Можете даже просто брать и руками формировать. Вот такой беру обыкновенный стакан. И сначала просто раскатываю его, стакан, по мюсли массе. А затем утрамбовываю. После того, как утрамбовал мюсли массу на противне, убираю ее в морозильник, чтобы она замерзла и хорошо слежалась. Мюсли масса остыла. И теперь ее осталось перевернуть на доску. Что, поднажимать? На дно поднажимать, сказали. Только не сломать лист, а то у меня дури много. Ну-ка, о, отошла. Друзья, смотрите, если ваша мюсли-масса не отходит, просто оставьте ее при комнатной температуре на какое-то время. И опять же переверните, попробуйте поднажимать. Масса должна легко отойти, вот как у меня. Просто поднажимайте, она сразу вываливается. А можно горячее полотенце вот сюда вот приложить, и пусть горячее полотенце его немножко растопит. Окей? Линейка. Так. Ширина. Отмеряю ширину. Длина. Ширина. В общем, друзья, я все делаю по линейке, потому что у нас это идет заказные мюсли. Вы можете просто от себя на свой глаз резать и по-домашнему подавать. Но я делаю все по линейке. То есть отмеряю ширину, отмеряю длину, делю на пополам и потом порционно делю все это ножом. Линейку можно убрать? Убираю. Выполняю, что говорят. Сказали в зале линейку убрать, я ее просто убираю. А то не пора нести линейку. Руки-то ладно. Руки отрастут, а линейка уже не отрастет. Друзья, одну часть мюсли-батончика мы убираем в холодильник, чтобы она сильно не согревалась. А со второй частью мы работаем. Почему не красивый? Он должен быть красивый? Красивый. Конечно. И все, что касается ютуба, она должна быть красивой. Ну вот такая вот мощная гора мюсли-батончиков у меня получилась. Смотрите, как их много. По итогу у меня вышло 30 батончиков, да, по 80 грамм. Сейчас попробую и попробую. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Космический десерт. Очень полезный перекус. Отличный полезный перекус, чтобы взять с собой в школу, на работу, в поход какой-нибудь. И главное, бюджетно. Друзья, спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки, пишите комментарии и увидимся в следующем видео.